натальяладица.ру. Все наладится. Катя, привет! Очень рада тебя видеть. Сегодня такой у нас интересный будет диалог о том, какую мы с тобой совместную трансформацию, да, прожили с мая, наверное, да, месяца. Ну, Это была весна, я точно помню. Да, наверное, был апрель. Что-то такое. Ну, кажется, как будто это было в прошлой жизни. Да, как будто это очень давно было уже. Или даже, может быть, март, потому что это до моей устройства на работу это было. А я устроилась 1 апреля. Ух ты. Да, давненько мы с тобой начали взаимодействовать. И скажи, пожалуйста, что было до того, как мы начали работать с твоими состояниями? Что у тебя вообще происходило в жизни? Ну, если коротко, то вот, я тебе говорила уже, что прошла несколько тренингов, а последствия тренингов, если ты не поддерживаешь определенную среду, не общаешься с людьми, как это сказать правильно, в общем, не поддерживаешь свое состояние, бывают очень жесткие откаты. Вот я как раз Ямы, находилась... Да. Вот, я как раз находилась вот в этом состоянии, плюс по финансам, то есть я вложила очень крупную сумму денег в предприятие, которое не приносило никакого дохода, и то есть в данный момент я сейчас уже понимаю, что, скорее всего, я эти деньги уже не выведу, но тогда это только все произошло, и, соответственно, то есть у меня там и панические атаки были, то есть я не спала по неделям. Вот. Ну, такое было состояние, были, во-первых, постоянно страхи, то есть я находилась в каком-то, то есть я просыпалась уже в состоянии панических атак практически. Вот. Ну, это все в прошлом. В прошлом. Не будем сейчас подтягивать. Ну и слава богу, что закончилось. Что тебя привлекло на сеансы онлайн? И что ты хотела получить? Какой был отклик? Меня привлекла ты. Во-первых, мы же до этого состояли в группе по чтению финансовой книги. Меня привлекла такая энергия, вот как человек, что ты очень круто давала обратную связь, ты очень, замечала, в чем человек находится, да, и вот мне понравилось, когда в книге такие там, как будто я что-то задаю, говорю, слушай, а я вот как будто это почувствовала, ты говоришь, так, давайте остановимся, там, нужно это рассоздать, то есть там ты где застряла, вот, и, конечно, меня привлекла вот, просто твоя энергия, твоя забота о человеке, о людях, вообще о группе, когда вот была. То есть это было, не было состояния, что это группа была, это было индивидуально. То есть, потом мы с тобой, когда уже на один начали списываться, то есть, я поняла, что да, там, ей с тобой комфортно, очень. Такая мягкая энергия, то есть я более такая, знаешь, агрессивная где-то жесткая, ты такая, знаешь, более другая. Как противоположность. Да, что такое. Противоположности, как известно, притягиваются. И да, мне понравилось еще, когда вот мы уже с тобой, один на один беседовали, то есть ты там сказала, что там у тебя была что-то похожая ситуация, вот как ты из этого вышла, и что у тебя получилось там квартиру легко создать, там, в которой ты жила, там очень все просто. Я такая думаю, да, прикольно вообще. Волшебничала. Волшебник. Да. Вот, и какие-то такие вот. Я вообще, как мое мнение, что человек приходит на человека, человек приходит просто на энергию. То есть, вот мне там говорят,
значит, я риэлтором работаю, мне говорят, нужно делать воронки продаж, нужно там делать определенное количество звонков, все. И я там меняю свое состояние, и мне приходят два клиента вообще абсолютно с улицы, просто находят меня и говорят, за квартиру. Класс, у тебя заработала эта штука, которая притягивать своих людей без того, чтобы какие-то слишком долгие, страшные, упорные действия совершать и в стенки втыкаться. Классно. Я очень рада. А какие еще изменения произошли у тебя в состоянии, в ощущениях физического тела? Что поменялось? Внутреннее состояние, у меня ушли панические атаки. То есть я поняла, что в Болгарии совсем с банковскими с ними можно жить дальше, что это не страшно, никто не бьет, не стреляет. Вот, и как-то эта ситуация действительно начала разрешаться сама собой потихоньку. Вот она, конечно, еще в процессе, но все равно уже есть какие-то подвижки. Чему я очень рада. Вот. Мой доход из состояния 10 тысяч за месяц, который я просто не хотела идти в найм работать, но это было принципиально важно мне. Хотела работать на себя, то есть из дохода в 10 тысяч я там выросла в 120 тысяч. Это на риэлторстве, да? Когда ты это работаешь, да? Да. Не сразу, то есть это вот там в один момент произошло, то есть, такой месяц был. Вот. Я просто помню, что когда мы с тобой работали, там как раз ты первую сделку только там у тебя все время срывались, да? А потом Да. Как раз я вот тоже писала, что говорю, я не знаю почему, то есть у меня все идет, но не доходит до результата. То есть мне это было непонятно, что я делала не так. То есть все уже грубо говоря, мы должны встретиться на разговоре по специальной задатка, люди звонят за час до сделки и говорят, что они не приедут, они передумали это просто. То есть такие вот ситуации были. Для меня, я считаю, что это непонятно. Да, я помню, мы с тобой несколько раз на это всякие сессии делали, и потом какой-то был промежуток, что мы не общались, и ты пишешь такая, что «О, все, у меня первая сделка, ура!» Это прям была такая магия. Да. Вот, и, классное ощущение такого успеха, да? Да. И она была в легкости, она не была через какую-то тяжесть, она не была через какие-то преодоления, она очень легко пошла. Очень легко и просто. И какой твой самый-самый ценный результат, не обязательно там денежный, да, вот что для тебя действительно ценно как результат нашей совместной деятельности? Мое состояние после наших занятий. Результат ко мне просто приходят мега ресурсные люди. Просто не человек. Вот я сейчас как раз не встречалась с девочкой. Вот она сейчас ушла там в другое место. Она мне названивала все лето, то есть я очень хочу там с тобой увидеться, а у меня все время не было времени, да, мы сейчас не встречаемся, и я говорю, как это все вместе, я эфир сейчас. Вот, и то есть как это все вообще круто, и как не смешно мне, то, что она, в общем, в этот день, и мы с тобой сегодня, да, созвонились, и, в общем, она мне... Два знаковых события. Да. Мы с ней разговариваем, она меня зовет еще в бизнес как партнера. То есть она говорит, нам нужно с тобой еще раз встретиться. Да, то есть она говорит, если бизнес вообще про масштаб, то есть, я пока не буду говорить, что это, но это просто, то есть, беседа...
Это из серии моей мечты. Я говорю, я хочу там жить на Бали и ну, типа, не быть привязанной к какому-то месту. Я не хочу там Самара, но я не хочу быть привязанной здесь. Она говорит, это круто, она говорит, потому что это как раз про это. Ты можешь сделать из любой точки мира. Я говорю, блин, это круто, это я хочу. Ну, все, вы мне продали этот бизнес. Я вот просто работаю здесь, я понимаю сейчас, что все круто, все хорошо, но не понимаю, куда дальше расти. Вот, и просто понимаешь, что как только я себе задала этот вопрос, буквально вчера, там, и вечером я ее сама... это кто? Заказал? Сегодня девушка была, она заказала. Может, ей отнесите, она сейчас пересела. Ага. Спасибо. Видишь, все дары ко мне идут. Сыр, чай. Что еще возможно? Что еще да, возможно? покажи. Вот. Вселенная, покажи нам. И вот я еще хочу рассказать, что только я вчера подумала, и она просто, представляешь, она мне позвонила, она мне в июле, весь июль названивала, весь август мне названивала, вот, и она такая, ну, как будет у вас возможность, там, позвоните. И только я вчера не подумала, что, блин, надо было встретиться с человеком, а я ее никак не записала. Ну, то есть она мне звонила, я ее не записала, нигде не сохранила. И представляешь, она меня вчера встречает в кафе. Она говорит, Катя. Все, это судьба. Я вам писала. Просто, блин, как так? Просто как так? Вот. Да. Здорово. Получается, иду в масштаб. Получается, что вот есть вот эта ценность именно легкости, да, потому что мы когда ну, чем-то занимаемся, мы не ценим почему-то легкость, мы думаем, что то, что легко, это ну, как должно быть. На самом деле это самое высокое ценность. Самое. Конечно. Зачем эти сложности? Ну, я вот уже не хочу работать в конце на госучреждение, на службу государства, да, я вот вообще не хочу идти в эту сложность, то есть я понимаю, что большие деньги, они действительно приходят легко. То есть это, ограничивающие нас убеждения, которые говорят, что нет, нифига. То есть, ты хочешь деньги, да, машину заводишь, там, я не знаю, работу на кого-то, легко ты их не получишь. Нет, неправда. Неправда, согласна с тобой. Да, это точно. Благодарю тебя. Да, а я тебя благодарю. Какие еще открытия возможны для тебя, для меня, для наших зрителей, которые будут смотреть нашу с тобой запись, да, наш этот эфир? И, может быть, у тебя есть что-то еще добавить? Да, может быть, есть какой-то внутренний отклик? Я считаю, что ты дала очень, не знаю, мега много информации, ты очень много практики сделала, таких глубоких и трансформационных в общем, то есть качество, как это правильно говорится, в общем, вложенные средства, это очень маленькие, по сравнению с тем результатом, который я получила. То есть... это супер инвестиция. На самом деле ты даешь гораздо больше. Не те финансы, то есть это стоит других денег, это стоит гораздо дороже то, что ты даешь. Да, благодарю тебя. Благодарю. Спасибо за эту встречу. Только роста, только вперед, и масштабы, и таких же ресурсных создавать людей, которые могут трансформировать жизнь, действительно жизнь, состояние человека, но на самом деле ты меняешь состояние, меняешь жизнь. И то есть ты представляешь, какой ты масштаб делаешь в мире? Одного человека такого крутого создав. Я пока не осознаю. Так что пришло время задать этот вопрос, да? Какую осознанность я могу получить о масштабе, который я на самом деле
делаю как то, что мне легко, то, что мне нравится. И я, наверное, это больше воспринимаю как, поддерживая других людей, я поддерживаю себя. И наоборот, поддерживая себя, я поддерживаю других. Да. Это такой взаимный обмен. Благодарю тебя, благодарю. Да, обнимаю тебя, спасибо. До новых встреч, пока-пока. До новых встреч. Люблю. И я тебя очень люблю и благодарю. Пока. Пока-пока.